Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о самом большом проекте канала Райдо ТВ. Да, вы угадали, это пластилиновый замок. Сегодня расскажу, как этот проект начался, что в данный момент происходит и другие подробности. Как начался проект? Однажды папа играл со своим младшим сыном и слепил из пластилина башню. Во время игры возникла идея, что вместе они могут построить большой пластилиновый замок с несколькими башнями, воротами, казармами и домами. Замок был спроектирован так, чтобы было интересно играть. Вначале была сделана маленькая модель замка. Материалы были предоставлены, и можно было начинать работу. Всего было куплено, в том числе и пластилин, примерно 25 килограмм. Пара листов картона, палочки разных видов и размеров. Ну что, можно было начинать строительство замка. Папа начал лепить стены первой башни. Рядом с башней были построены замковые ворота с аркой. Горячий клей часто использовался для соединения и закрепления деталей. Для основы замка изначально был выбран картон размером 90 на 60 сантиметров. Со временем был сделан вывод, что этот материал негоден, слишком мягкий, чтобы передвигать тяжелый замок. Поэтому замок перенесли на основу на древесино-стружечную плиту. Для жителей замка построили два небольших домика с окнами, дверьми и раздвижной крышей. При строительстве крепости приходилось продумывать различные детали, крепления и механизмы, чтобы можно открыть двери. Многие вещи делались впервые. Очень часто полагались на успех, потому что тестировать конструкции не планировалось. Когда была сделана первая дверь и ворота замка, мы обнаружили, что их деревянные детали хорошо сочетаются с пластилиновыми стенами. Так мы решили, что крыши, лестницы и кое-где тоже сделать из деревянных палочек. Одним из самых сложных решений стала стена, открывающаяся из арочной башни. Если вам интересно, как это происходило, посмотрите пятую часть строительства замка. Для большой башни был сделан красивый пол с клеенных деревянных листов. Со временем эта деталь так сильно скрутилась, деформировалась, что пришлось делать другую. Часть замка была завершена, и мы уже были довольны результатом. Младший сын уже мог начинать играть. Папа, конечно же, продолжал работу над эскизом небольшого фрагмента царского дворца. Местами каркас сделали из квадратной деревянной рейки. Папа с младшим сыном часами лепили замок. Кажется, что вместе может быть несколько тысяч пластилиновых комочков. Если честно, мы не считали. Со временем младший сын устал от такого рода деятельности и стал все меньше и меньше участвовать в строительстве замка. Он нашел другие, более захватывающие занятия. Папа продолжал работать один над этим масштабным проектом. Заметка для всех. Если у вас не хватает свободного времени или терпения, то мы не рекомендуем вам начинать с такого типа проект, потому что это занимает очень много времени. В хорошем игрушечном замке должна быть возможность играть внутри домов и башен. Поэтому в нескольких местах были сделаны открывающие стены и съемные крыши. Во время лепки папа старался слить границы стен проема со стенами замка и сделать их незаметными.
Чтобы сэкономить пластилин и сделать конструкцию более прочной, использовали картонные коробки, которые потом покрывали пластилином. Как оказалось, это было хорошим решением. Замок был построен близко к первоначальной планировке, но папа отказался от некоторых первоначальных планов. Например, круглые башни не имели остроконечных крыш, так как их было бы технически сложно построить, и игра тоже была бы затрудненная. Он пришел к выводу, что было бы лучше, если бы вершина башен была открыта. Чтобы оживить замок, папа сделал первых жителей замка, около 30 человек. Размер людей был скорректирован в соответствии с размером замка, чтобы можно было с ними играть и они везде могли пройти. Благодаря этим миниатюрным человечкам младший сын снова проявил интерес к замку. Пару дней он был увлечен недостроенным замком и его жителями. После того, как папа достроил второй этаж Королевского дворца, в строительстве замка наступил большой перерыв. Папа был занят другими работами. В то время не было достроена одна башня и второй этаж казармы. Итак, недостроенный замок простоял около полугода. Пока папа искал вдохновение и мотивацию, тем временем младший сын решил построить собственный замок. Он хотел реализовать собственные планы, контролировать строительство. Здесь вы можете увидеть, как выглядит замок младшего сына. Если вы тоже строите свой замок из пластилина или вдохновились от наших видео, присылайте фотографии или ссылки на почту. Мы будем рады их видеть. Однажды папа во всем доме объявил, что хочет закончить начатый пластилиновый замок. В течение нескольких дней был завершен второй этаж казармы и замковой башни. Что ж, замок выглядел законченным. Папа, конечно, хотел добавить в замок еще какие-то детали, но из-за нехватки времени проект опять отложили еще на несколько месяцев. Прошло время, и папа с энтузиазмом начал достраивать замок. Снимая пленку, которая охраняла замок от пыли, первое, что бросилось в глаза, это то, что одна башня крепости была сильно наклонена на бок, и сбоку образовалась пластилиновая шишка. Вот как это выглядит. Немного напоминает Пизанскую башню. Папа посмотрел и на другие башни и заметил, что они тоже немного деформированы. Не так бросается в глаза, но факт остается фактом. Если приложить линейку, то это легко увидеть. Разочарование папа было неописуемым. Ходил мрачный и сердитый. Мотивация продолжать проект была ниже нуля. Возник вопрос,
что делать с пластилиновой крепостью. Как бы вы поступили на нашем месте? На данный момент у папы нет мотивации продолжать проект. Возможно, ваша поддержка и комментарии изменят его мнение. Может быть, 10 тысяч лайков и столько же комментариев могли бы мотивировать его снять продолжение видео о крепости и продолжать работу по лепке. Будем очень благодарны, если под этим видео ты напишешь, какое конкретно видео по лепке тебе нравится больше всех. И также будем рады, если поделишься с нашим видео, так давая возможность больше людей развиваться вместе с нашим каналом Райдо ТВ. Удачи!